Добрый день, меня зовут Кристина Сырчикова, я один из кураторов проекта «Скрытый сад». Наша первая выставка открылась в Лондоне в июне 2020 года. Сейчас мы открываем вторую. В Самаре, это город-миллионник в Поволжье, в России, в ботаническом саду. Давайте посмотрим, как выглядит наше пространство в этот раз. Ботанический сад был основан в 1932 году. И оранжерея, где именно мы будем выставлять работы художников в этот раз, изначально представляла из себя небольшую теплицу. Сейчас ботанический сад закрыт на зимовку. Оранжерея тоже не работает. Но нам повезло, и мы с вами можем устроить здесь выставку. Вот мы теперь находимся в пространстве, где непосредственно выставлены работы художников. У нас в этот раз 11 художников, 9 проектов, которые посвящены повседневным ритуалам. Давайте рассмотрим, что у нас здесь есть за проект. Выставку открывает работа Инны Гришечкиной. Это художница из Санкт-Петербурга. Работа представляет из себя книгу художника, где Инна описывает рутинные действия, повторяя их бесконечное количество раз. Она выбирает общие действия, которые касаются практически каждого. Например, я просыпаюсь, я просыпаюсь, я просыпаюсь, я просыпаюсь, я одеваюсь, я одеваюсь, я одеваюсь, я одеваюсь. Я кормлю кота, я кормлю кота, я кормлю кота, я кормлю кота, я кормлю кота. Я ложусь спать, я ложусь спать, я ложусь спать, я ложусь спать. И каждая строка, она представлена другим шрифтом. Она отличается от предыдущего, так же, как каждый день отличается от того, что было вчера. Вроде бы одно и то же, но немного иначе. Эта книга представлена в виде отрывного календаря. Она зациклена. И когда мы доходим до конца, мы можем ее перевернуть и продолжить, и начнется новый день, и снова начнется тот же самый процесс, который был вчера. Такой же, немного другой. Евгения Стерлигова и Вероника Пачина сделали проект Touch Me Glitch Me, в котором они обменивались в Инстаграме видеозаписями прикосновений. Прикосновения, о которых мы позабыли за время пандемии. Они трогали самые разные предметы и преображали реальность, что типично для этой социальной сети. И этот обмен стал их ритуалом. Ритуалом, который поддерживал их во время пандемии, во время изоляции, во время отсутствия, резкого отсутствия встреч друг с другом. Этот ритуал позволял почувствовать себя понятым и вовлеченным. Вы и сейчас можете отправить им видео, где вы касаетесь чего-либо, и авторы могут перепостить к себе эти видео. Они создают коллекцию, и поэтому, если вы примете в этом участие, это будет любопытно. Олег Семеновых, художник из Челябинска, сделал перформанс «Снегопад». В отличие от предыдущих авторов, он посвятил его не личному ритуалу, а более общему. Ритуалу, который касается практически каждого автомобилиста в России. Он вышел во двор и очистил свой автомобиль от снега. А затем продолжил очищать и окружающие автомобили.
Казалось, что он не может остановиться. А если мы говорим про перформанс, а это перформанс, то это всегда выход за границы. Олег Семенов говорит о том, что это чем-то похоже на прогулку, потому что это физическое действие, оно может породить у вас какие-то мысли. И тот же самый Аристотель гулял со своими учениками, и таким образом они могли прийти к каким-то умозаключениям. И вот сам Олег говорит о том, что когда он чистит автомобили, вот этот процесс физический, он словно бы помогает ему каких-то идей достичь или каких-то мыслей. И к прогулке вернемся. У нас следующая работа. Мисс Пугардс и вы, ход, следовали за 3 француженками, которые собирались работать в Пекине. В качестве объекта исследования они выбрали повседневную прогулку. Но повседневная прогулка по Пекину совсем не похожа на прогулку по европейским городам. Она скорее похожа на путь на работу. Когда вы спускаетесь в метро, и вокруг вас толпы людей, и вы с ними соприкасаетесь, вы уклоняетесь от них. И это скорее похоже на какой-то танец или, может быть, какое-то перформативное действие. И авторы сделали об этом работу. Мы превращаемся в некий поток, в некую толпу, в некую массу. И вот про вот эту массу у нас следующая работа. Андрей Ишонин, перформер из Москвы, свою работу тоже посвятил прогулке. Прогулке на работу. Он встал с утра, надел пиджак, выглаженную рубашку и галстук повязал, что для него совершенно нетипично. В час пик спустился в метро и дальше начал двигаться за толпой. Ему было интересно, а куда же едет вся эта масса людей? Где они работают? Чем они занимаются? Он внимательно следил за ними и двигался всегда за самой большой массой людей. И на выставке это представлено в виде документации. Куда его привел этот эксперимент, когда он преследует толпу, вы можете узнать на нашем сайте. Если говорить про регионы России, то есть такая идея, что якобы люди, которые едут в Москву, они едут достигать успеха. И кажется, что каждый человек, который едет в этом метро, он слушает фоном какие-то аффирмации, может быть, чтобы вдохновиться на подвиги, чтобы достичь потолка, чтобы стать более финансово благополучным, успешным, удачным и так далее. И следующая работа, мы таким образом можем провести работу, может быть. Успех – это естественный исход моего движения. Эти офисные работники слушают эти аффирмации, пока едут в метро. Успех – это естественный исход моего движения. Я успешен. Мой успех растет так же, как люди вокруг меня. Я превращаю свои возможности в успех.
Сегодня я делюсь своими талантами. Он следует советам, которые дают коучи, чтобы достичь успеха. Причем нужно заметить, что эти советы, они не должны обязательно исполняться постоянно. То есть постоянно нужно носить деловой костюм, постоянно нужно рисковать, постоянно нужно что-то читать, постоянно нужно заниматься любимым делом. И он создает в итоге такое подобие алтаря успеха, и сопровождает это все ключевыми вещами, которые ассоциируются с успехом. Плюс здесь еще работники ботанического сада включают символические деревья, типа долларового дерева, вот этот пример, лаврушки, которые ассоциируются с успехом, и денежного дерева или толстянки, вы многие знаете. Это нам подсказали уже работники сада. Спасибо. Идемте дальше, посмотрим следующую работу. Вообще вот это стремление к успеху, стремление что-то получать, что-то зарабатывать, оно вступило в некоторые противоречия во время пандемии. Потому что когда мир вдруг остановился, и мы стали вынуждены столкнуться с самими собой. И когда мы с самими собой столкнулись, нам пришлось переоценивать собственные ценности. И чтобы как-то освоить это, разобраться с этим, Ирина Григорьева, это следующий автор, сделала работу, состоящую из диптиков, из коллажей, где она вырезает части тел, часть чего-то телесного, и натюрмортов. Натюрморты, причем, обратите внимание, они представляют собой что-то о упаковке, что-то о бесконтактной доставке. Она выставляет эти фотографии, сопровождая их непосредственно самой упаковкой. Как вы видите, она использует пленку и крафт-бумагу, и коробку, соответственно, и встраивает это все уже, получается, в пространство сада. Следующая работа тоже про переход. Ее сделала Анна Водка. Это художник из Одинцова. Она состоит из двух частей. Первая часть – это объект, вторая часть – это видеоарт. Давайте посмотрим на наш объект. Это дверь небольшого размера, рукотворная, которую мы можем вертеть, поворачивать, открывать и смотреть, что же там у нас внутри. Если мы говорим про ритуал, то дверь, это открывание двери, это настолько привычное действие, что мы привыкли даже не обращать на это внимания, а уж тем более осмыслять. Но нужно вспомнить многие сказки и вспомнить многие мифы о том, что когда мы пересекаем некий порог, то мы попадаем в другой мир. И автор как раз затрагивает эту тему в своей работе. Ну что это за другой мир? Давайте теперь посмотрим видеоарт. Вообще, наша выставка, она и сама очень похожа на некую прогулку, на некое попадание внутрь. Давайте проследуем дальше. Наша последняя работа. Она звучит фоном. Вот куда мы бы не двигались, она все время мы слышим ее.
Я думаю, вы обратили внимание, что это приветствие и прощание. Это очень похоже на открывание двери. И также привычно. Это что-то рутинное и важное. Здесь мы видим звуковую инсталляцию, состоящую из двух колонок, с которых звучат голоса. Причем важно, что автор собирал эти голоса для своей инсталляции. Это реальные люди, которые специально для этой выставки записали приветствие и прощание. Bon weekend. Ну, ладно, все, давай, пока. Привет. Пока. До свидания. До скорого. Добрый день. Пока. Доброе До встречи. утро. Ну все, пока. Добрый день. Пока, до встречи. Привет. И здесь, получается, они начинают совмещаться, они начинают звучать одновременно. Мы слышим приветствие и прощание одновременно. До свидания. И До скорого. обратите внимание еще на такую вещь. До встречи. Здесь у нас Ну сталкиваются всё, пока. начало и конец. Как в его работе, так и на нашей выставке. Потому что, пройдя вот этот круг, мы снова попадаем к работе Инны Гришечкиной, который похож на перекидной календарь. На этом все. Спасибо вам за то, что вы с нами побывали в скрытом саду, который на этот раз находится в ботаническом саду. И спасибо ботаническому саду за то, что мы сегодня здесь побывали и сделали эту выставку.